Здравствуйте, дорогие друзья! На своих лекциях по истории оперного театра и вокального искусства я часто советую студентам почитать книги или посмотреть фильмы о соответствующей эпохе. Они могут быть никак не связаны с самой изучаемой музыкой, тем не менее это все обогащает ощущения и делает более понятными те процессы, которые протекают в истории пения. И на моем канале уже есть видеоразбор фильма о Моцарте, он где-то вот тут. Сегодня я продолжаю тему разборов кинолент о музыкантах артхаусным трэшем Music Lovers. И мы начинаем с Зайкой прямо сейчас. Кинолента, про которую я сегодня расскажу, о русском музыкальном гении Петре Ильиче Чайковском. Ее смело можно отнести к жанру артхаус, настолько она вычурна, смела и полна отборнейшей дичи. Фильм «Music Lovers» режиссера Кена Рассела вышел на экраны в 1971 году. Название можно перевести и как «любители музыки», и как «музыкальные любовники». Подойдут оба варианта. Фильм повествует о судьбе, как я уже сказала, Чайковского и озвучено в самом начале фильма о его выдуманной биографии. Тем не менее, значительная часть представленных там фактов правдива. И то, как неудачно он был женат, и то, что своим продвижением он был в значительной мере обязан деньгам баронессы фон Мек, и его попытка покончить жизнь самоубийством, простудившись в холодных водах Москва-реки. Если рассматривать истинное развитие событий в жизни этого великого композитора, то стоит признать, что кинолента в этом смысле совпадает с общим профилем. Однако все эти повороты судьбы обрамлены чудовищными выдуманными деталями, балансирующими на грани трэша и омерзительности. При этом линия личной жизни Чайковского превалирует над музыкальной, и буквально все, что происходит на экране, подано со смакованием его гомосексуальности. Критика сразу оценила «Музыкальных любовников» как слабый кинофильм. Например, про него писали: «Кино вообще печально известно своим скверным обращением с героями-композиторами, но немногие фильмы были в самом деле настолько чудовищны, как эта псевдобиография Чайковского». Лично я могу назвать минимум одну киноленту, опережающую в этом смысле «Музыкальных любовников». «Амадей», и о нем я обязательно расскажу в одном из следующих выпусков, потому подпишитесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропустить. И все же, несмотря на то, что «Музыкальные любовники» исторически сомнительный фильм, местами находится на грани приличия и эмоционального отторжения, фильм смотрится на одном дыхании. Даже я, относящаяся крайне негативно к подобным кинематографическим экспериментам, одолела его за один раз и без особого напряжения. В первую очередь, благодаря кастингу. Очень хороши образы Антона Рубинштейна и баронессы фон Мек. При том, что идеального портретного сходства нет, актеры прекрасно вписываются в персонажей и создают ощущение, что они действительно принадлежат той эпохе, а не нашему времени. Но главный герой – это удивительное прозрение создателей киноленты. Роль Чайковского исполнил роскошный Ричард Чемберлен, тонкий, интеллигентный, обладающий нестандартной красотой и глазами, заслужившими славу космических. Русскому зрителю он известен прежде всего по роли лорда Байрона из кинофильма «Леди Каролина Лэм», священника Ральфа де Брикассара из экранизации «Поющих в терновнике», Джона Блэкторна из мини-сериала «Сёгун». Чемберлен в роли Чайковского – это абсолютное попадание актера в энергетику персонажа. Впечатления усиливаются, когда обращаешь внимание на то, как искусно он имитирует игру Чайковского на рояле. Чаще всего актеры изображают игру на музыкальных инструментах не просто
фальшиво и топорно. А так, что даже не музыканту понятно, они играть не умеют совсем. А Ричард Чемберлен, начинаешь присматриваться к его рукам. Он же нажимает верные клавиши. Присматриваешься еще пристальнее. Он в самом деле, зайка, играет тот фортепианный текст, который звучит. И это не отдельная нарезка лица Чемберлена и рук другого пианиста. Камера плавно переходит с лица на руки и обратно. Разгадка проста. Звезда американского кинематографа в самом деле владеет инструментом. Но за кадром звучит игра другого человека. Партию фортепиано исполнил испанский пианист Рафаэль Ороско. И, кстати, критика как раз отметила его игру как одну из редких положительных сторон киноленты. Тем не менее, то, что Чемберлен находится до такой степени в фортепианном материале, очень качает эмоции и придает большую правдивость кадру и реалистичность киноленте. Кстати, этот выдающийся американский актер, которому сейчас уже 90, не только играет, но и поет. В свое время он довольно серьезно занимался вокалом. Качает эмоции в Music Lovers, кроме потрясающего кастинга, конечно, сочинения Петра Ильича, звучащие в фильме. Но, несмотря на похвалы, раздающиеся в адрес Ороско, исполнение художественных произведений, вышедших из-под пера русского музыкального гения, признать достойными в этой киноленте абсолютно невозможно. Я понимаю, что музыка, записанная для кино, вынуждена подчиняться раскадровке, вписываться в ее темпоритм, а потому настоящая живая агогика в таком случае маловероятна. Но в музыкальных любовниках исполнительская интерпретация произведений Чайковского просто чудовищна. Можно было бы простить, что эта музыка не звучит по-русски. Но нельзя извинить, что оркестровые вещи звучат так топорно и грубо. В них нет настоящей музыкальной нюансировки и детализации. Кажется, что это схематичная зажатая музыка из музыкальной шкатулки. А ведь это все исполняет Лондонский симфонический оркестр. И вы же помните, мой канал – это канал про вокал. Миновать арию Татьяны из Music Lovers я просто не могу. Как говорится, здесь я взоржала в голосину, как поняшка, ведь в силу своих габаритов взоржать как лошадка я не могу. Певица Эйприл Розмари Кантелло усиленно пытается петь арию Татьяны звуком лирика-колоратуры. Получается очень плохо, и результат наводит на мысль, что исполнительница просто пытается передразнивать оперных певиц. Это не академический звук, а злая пародия на него. В нем нет формы, объема, красоты тембра. Кроме того, исполнение ужасно с чисто музыкальной точки зрения. Отсутствует даже попытка при безобразном звуковедении хоть как-то изобразить фразировку. Венчает пародию то, что ария исполняется на английском языке, в применении к академическому пению, являющемуся абсолютно антивокальным. Возможно, авторы киноленты пытались таким образом сблизить англоязычную аудиторию с великой русской музыкой. Но для этого надо не менять язык произведения, а использовать достойное, профессиональное исполнение. Кстати, Википедия говорит, что певица Эйприл Розмари Кантелло прямо звезда английской сцены. Она исполнила множество оперных партий, оставила после себя значительное количество записей. Что ж, исполненная ею Татьяна в Music Lovers вряд ли приведет меня к ознакомлению с остальным ее творческим наследием. О хорошем
В киноленте есть очень красивые и проникновенные эпизоды, какие-то удивительные островки художественных прозрений. Если бы вся картина была сделана в этом духе, она стала бы настоящим шедевром. Завораживающим предстает эпизод на концерте. Под музыку фортепианного концерта номер 1 Петра Ильича проходит галерея лиц. Нам показывают, как по-разному люди слушают и воспринимают музыку, какие внутренние процессы в это время проходят у них в душе. Это кажется очень правдивым и искренним. Среди вестернизированной атмосферы киноленты возникает кусочек настоящего русского искусства. Вот фрагмент из «Музыкальных любовников». А вот из «Мой ласковый и нежный зверь» Эмиля Лотяну. Как говорится, найдите разницу. Был ли знаком Лотяну с фильмом «Музыкальные любовники»? Я не знаю, но сцены очень близки по визуалу и эмоциональному наполнению. Один из основополагающих принципов моей любимой эпохи барокко – игра контрастами. Барокко закончилось, но принцип жив и с успехом применяется в художественных произведениях и ныне, так как сопоставление полюсов при крайней простоте в реализации отлично качает, опять же, эмоции. Артхаусная кинолента Music Lovers буквально вся построена на этом. Только что были красота души, величие искусства, волшебство мира грез. Как все это сменяется на грязь, трэш и отвращение. И даже прекрасные женские формы поданы с брезгливостью и отторжением. В фильме полно таких сцен. Лечение горячей ванной матери Чайковского больной холерой. Сцена в поезде, когда молодая жена-нимфоманка безуспешно домогается гомосексуалиста Петра Ильича. Жизнь той же жены в сумасшедшем доме, напоминающем фашистский концлагерь. Кстати, игра актрисы Гленды Джексон в этом эпизоде вызывает изумление и восхищение, но вместе с тем мелькает мысль, что ментально здоровый и профессионально гибкий актер, несмотря на всю систему Станиславского, не даст такого органичного результата, а может быть и не согласится на подобную роль. Настолько эти сцены несмотрибельны, не говоря уж об их исполнении. Кстати, по-настоящему произведение искусства всегда не о героях, а о его авторах. Music Lovers подтверждают это. Они представляют собой крайне интересную смесь эпох. Так Чайковского авторы берут из второй половины XIX века и помещают его в 60-е, 70-е годы, времена лозунга «Make love not war». Петр Ильич в киноленте предстает звездой сцены как Битлы или тогдашние рок-звезды. Чайковский в фильме эпатажный и шокирующий. Он порывистый и непредсказуемый, и нередко оказывается на грани помешательства. Насколько этот образ реалистичен? Думается, не слишком. Во всяком случае, в моем сознании образ мятежника, творящего по наитию, не стыкуется с образом автора цитаты. В письме к баронессе фон Мек от 24 июня 1878 сам Чайковский пишет: «Иногда вдохновение ускользает, не дается, но я считаю долгом для артиста никогда не поддаваться, ибо лень очень сильна в людях. Ждать нельзя. Вдохновение – это такая гостья, которая не любит посещать ленивых. Она является к тем,
которые призывают ее. Нужно, необходимо побеждать себя, чтобы не впасть в дилетантизм. То есть истинный Чайковский настаивает на том, что за музыкальный труд нужно ежедневно садиться по расписанию, даже если вдохновения нет. И тогда это самое искомое вдохновение станет таким же отработанным навыком. Чайковский из музыкальных любовников иной. Он творит по наитию, походя здесь и сейчас, словно он Оззи Осборн, сочиняющий композицию «Мистер Краули». Кстати, рассказ об этой рок-композиции вы можете посмотреть в этом ролике. Сближает Чайковского из музыкальных любовников с рок-музыкантами и то, что в ленте он стяжает почитание, граничащее с идолопоклонством, при котором его собственное полубезумие, как зараза, передается публике. Уж не знаю, намеренно или нет, авторы фильма визуально подводят зрителя к проведению аналогии между русским гением и западными звездами сцены 60-х-70-х. Вот Чайковский спит под шкурой в атмосфере роскоши. Вот его любовник, вымышленный граф Антон Шиловский, словно перепутал площадку, а на самом деле должен был идти сниматься в киноленте про хиппи. Вот Чайковский и Милюкова идут по лесу все в белом, как Джон Леннон и Йоко Оно со знаменитых фотографий. Фильм полон подобных отсылок. А где же во всем этом Чайковский, гений русской музыки? Где его творческие искания? Где процесс рождения музыкальных шедевров? А этого нет. В киноленте о Чайковском, входящем в мировой топ-5 исполняемых композиторов-классиков, места таким сюжетным линиям не нашлось. Все эти вопросы затрагиваются лишь вскользь по той причине, что молчать о профессии главного героя не представляется возможным. Впрочем, если вы хотите испытать бурю самых разнообразных эмоций, от восхищения до отвращения, если вы хотите видеть, как наши играют французскую жизнь, вернее, как англосаксы играют русскую жизнь, то смело смотрите киноленту «Music Lovers». А чтобы не пропустить наши с Зайкой следующие разборы киношедевров о музыкантах, подпишитесь на канал прямо сейчас. Да-да, сделайте кнопочку серой. А на сегодня все. По традиции, я научу вас любить вокал. Зайка, иди сюда бэкстейдж снимать. Ты помашешь лапкой зрителям? Нет? Не помашешь? Нет, не будешь? Вообще не будешь?